таком прекрасном районе и несу рюкзак спереди. Старые, новые, какие хочешь. Как в Лябоке примерно. И зачем тебе вообще туда ездить, правильно? Это тебе не Палермо, не Пуэрто-Мадеро. Постоянно много народа, особенно по четвергам. Они вечером все вот так толпятся. Говорят, что здесь небезопасно. Я не видел ни шумба, ни кота, ни диска. В любом районе Буэнос-Айреса Тут находится мое любимое кафе. ваше дело. Грязно и немного даже пахло. Цены более чем доступные. Это невероятно красиво. Вы можете воспользоваться любым транспортным средством. А как девочка мне салфетки впаривала, можем тоже тут вставить по-семейному. Самый лучший район города. Давайте посмотрим, что там Алена наснимала. Друзья, всем привет! Сегодня у нас обзор районов, часть 2. Мы взяли еще 4 района для того, чтобы отснять для вас классный ролик и рассказать о всех плюсах и минусах этих прекрасных районов. Ну что, пойдемте? В этой серии мы разберем 4 крутых нетуристических района Буэнос-Айреса – Виша-Креспо, Виша-Уркиса, Ткабашита и Виша-Дивота. Оценивать каждый из них мы будем строго по делу, используя 4 главных критерия – расположение, бытовая инфраструктура, реальные цены на жилье и цены в кафе. Чтобы обзор был максимально объективным, мы разделили роли. В каждом районе один из нас превратится в жесткого реалиста и будет подсвечивать только минусы, а второй станет неисправным оптимистом и покажет все скрытые плюсы. Но чтобы никому не было обидно, от района к району мы будем меняться ролями, ведь на самом деле каждый из этих районов по-своему прекрасен и идеален для жизни, просто под разные запросы. Усаживайтесь поудобнее, ролик будет большим, честным и очень подробным. Погнали смотреть реальный Буэнос-Айрес. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Когда я перейду дорогу из Палермо, где же я окажусь? Куда же я перешел через Авениду Кортабо? А я оказался прямиком в Виша-Креспо. Виша-Креспо – это самый лучший район города, я считаю. Ну, мне не кажется, что Виша-Креспо – это самый лучший район. Например, здесь очень шумно, очень мало зеленых парков. Ну, в принципе, с безопасностью есть вопросы, поэтому давай просто проверим. Конечно же, это все не так. Ты посмотри на этот район. Деревья, здания. Тут есть и тихие места, и громкие места. Можно найти и парки, и лавочки, и все, что хочешь. Самый лучший район города. Ну, пойдем сравним, узнаем, если мне не веришь. Окей, давай проверим. Пойдем, чего стоишь? Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main floor. Мне кажется, этот район идеальный, потому что первое, транспортная доступность шикарная. Авениды, метро, автобусы, все есть. Небольшие магазины с не палермовскими, не риколетовскими ценами. Овощи можно купить гораздо дешевле. Класс. Театры, пожалуйста. Театры Виша-Креспо тоже имеются. Вот тут как-то сильно спокойнее, чем в туристических районах, которые мы снимали до этого. Отсюда можно быстро добраться до центра за полчаса на метро или автобусе. Отсюда можно добраться до Бельграна также быстро. Куда хочешь можно добраться, в любую точку города. И тут есть, конечно, не станция Карлос Гардель, но все же Субтелинья Б. Лучшее расположение. Это не центр, потому что центром считается микроцентр Риколета и все остальное. Ну, то есть и не туда, и не сюда, как будто, ну, расположение окей, но не прям самое лучшее. Инфраструктура неплохая, действительно, но Субтелинья Б. А красная ветка, я не считаю, что она самая лучшая. Зеленая ветка с более новыми поездами, с кондиционером, мне лично нравится больше.
А на Красной Ветке метро постоянно много народа, особенно по четвергам. Они вечером все вот так толпятся, по утрам тоже не зайдешь. Поэтому я не предпочитаю метро по Красной Ветке. А что касается магазинов, ну, магазины есть во всех районах, большие. Кота, Каррефур, Диско, Шумба. Ну, китайский магазин тоже повсюду. Ну ладно, мы не будем говорить про микроцентр. В микроцентре вообще нет магазинов, только одни кафешки. Ладно, идем дальше. Стой. Какой транспорт. Он едет. Сразу на Как эту, он на сюда? Чупелька. Как он сюда добрался? Ой, такая милая улица. One day it's ancient history. Maybe just a little bit of time back, baby. Еще мне нравится, что в Виша Креспо совершенно разная застройка. В зависимости от того, где ты находишься, там, ближе к Альмагро, или ближе к Чикарите, или ближе к Абашита. Вот, допустим, тут, где мы сейчас идем, она малоэтажная. Это мы идем выше Корриентеса. Это добавляет какой-то атмосферы. Мне очень нравится большое количество небольших, маленьких частных лавочек. Бердулерия, панадерия, карнесерия. Всего этого в достатке. Может, это субъективно, потому что мы тут живем, и мне кажется, что этого тут много, а в других районах не так много, но вот, есть как есть. Так, ну я не могу это слушать, потому что я недовольна тем, что здесь есть малоэтажные здания, потому что я не хочу жить на первом, ни на втором, ни на третьем этаже. Да, я не хочу жить в высотках и в муравейниках, но Виша Креспо, да, неплохая, но если ты видишь какие-то тихие улицы, то это будет всегда малоэтажная застройка. Вот, например, как тут. Ты посмотри на этот островок чудесный. Друзья, а как считаете вы? Напишите в комментариях, какая застройка лучше, малоэтажная или многоэтажная? Где бы вы стали жить и где вы сейчас живете? А, давайте так, и это тоже напишите, и напишите, на каком этаже конкретно лучше жить. 4, 5, 6, 7 этаж для меня вообще the best. 3, 2, 1, ну так себе, не очень. Не люблю жить возле дороги, особенно когда ты находишься в большом городе. Как считаете вы? Напишите в комментариях. А мы пойдем снимать дальше. Так, мы по-прежнему... Кафе тут есть, во-первых, они не очень дорогие. Тут находится мое любимое кафе, которое называется Эль Торито, де Виша Креспо. Лучшее кафе в городе в Виша Креспо. Поэтому приезжайте кушать в Виша Креспо. А мы идем дальше. Ну, а кто сказал, что вкусно только в Виша Креспо? Во всех районах есть кафе. Во всех районах очень вкусно. И вообще, я считаю, это плохим и дурным тоном сказать, что только в Виша Креспо вкусно. В принципе, в Аргентине вкусно. Если вы так же считаете, ставьте лайк этому видео. Я думаю, что все согласятся, что можно найти вкусные места в любом районе Буэнос-Айреса. Да не только Буэнос-Айреса, Аргентины в целом. Кстати, еще в Виша Креспо очень мало зеленых парков. Их всего здесь 2-3 от силы. И вот это, я не скажу, что это большой парк, это небольшая зеленая зона с детской площадкой. И, кстати, детских площадок здесь мало, парков здесь мало. Поэтому гулять с собаками или же гулять с ребенком здесь не очень удобно и комфортно. Вот. Я бы выбрала другие районы, чтобы было очень много зеленых парков. Если, конечно, это вам нужно. Если нет, вам нужны просто улицы красивые и географическое расположение, то выбирайте Виша Креспо. Ваше дело. Итак, мы возле иммобилярии. И вообще, ребята, можно найти очень дешево квартиру. Вот. Допустим, тут вот куча Виша Креспо 120 тысяч за 120 квадратов. $1000 за квадратный метр. Это очень дешево. Я видел однушку 55 тысяч. Вы посмотрите. Очень дешево. Зачем ты промотала? Вниз до дорогой квартиры. Я показываю. Ребят, однушка на Ремаксе 55 тысяч. Очень дешево. Простите, это не однушка, это двушка. А аренда тоже, мне кажется, можно найти, тысяч за
300-400 тысяч песо можно найти двушку в целом, арендовать, если хорошенько поискать. Ну что, цены, но тут я точно выиграю, потому что Виша Креспо не так дешево, как все говорят. Вот Егор привел пример. 55 тысяч долларов можно купить квартиру, но также здесь есть квартиры и подороже. Да? Посмотрим, пожалуйста, 170 тысяч. Двухкомнатный, 135 тысяч, 195. И это не новостройка, это вторички. И, конечно же, зависит от улицы, от расположения Виши Креспо, но все равно здесь довольно дорого. Чтобы здесь купить квартиру, надо очень много работать. Ну или быть каким-то везунчиком, не знаю, родиться в семье, кто живет в Виша Креспо, что у нас уже не получилось. Короче, дорого, не знаю. Аренда по рынку. Двухкомнатные, трехкомнатные квартиры стоят сейчас от $1000 в месяц. Да, я все сказала. Блин, да посмотри, как красиво. Ты видел вот это небо? Все. Это небо не принадлежит Виша Креспо. Это небо принадлежит Буэнос-Айресу. Буэнос-Айресу, вот, просто сердечки тебе. Идем дальше. Ну, классный же район, Виша Креспо, самый чудесный. Да, хорошо. Район не совсем плохой. Я не говорила, что он плохой. Где я сказала, что он плохой? Давай же поставим свои оценки. Ну, давай начнем с расположения. Я ставлю 10 из 10 расположения. Виша Креспо прекрасно расположен. Снижаю до 9 баллов. Ладно, до 8 баллов. Инфраструктура. Ну, я ставлю на самом деле 9 инфраструктуре, но это высокая оценка. Хорошо, снижаю до 8. 8 баллов. С половиной. 8 баллов. Я ставлю стоимость аренды 8. Окей. Тогда я снижаю твой балл до 7. Потому что Виша Креспо все еще дорогой район. Это мы еще не были в других районах. Мы не были в Виша Дивота, мы не были в Виша Уркиза, а там явно будет подешевле. И даже Кабашита, мне кажется, будет дешевле, поэтому 7 баллов снижаю до 7, потому что, наверное, 9 было бы Палермо, а 10 было бы Пуэрто-Мадеро. Насколько дорого или недорого? Где 10 это очень дорого, да, 10 это, не знаю, Пуэрто-Мадеро. Мне кажется, вся первая линия возле реки, она будет там примерно по одной стоимости. Виша Креспо чуть дешевле, 8 баллов. Но все еще не так дешево, как бы хотелось. Хочется всегда, чтобы было дешево, вкусно, и ты в ресторане мишленовском такой. Я про оценку стоимости тоже скажу, что по стоимости мне кажется, что тут 7. И давай еще одну оценку тогда дадим. Качеству и насыщению ресторанами. Мне кажется, это важно. Ну, то есть, потому что в каком-то этом... Футбол. И пока мы отвернулись, вот это мой мальчик другой забирает у нас камеру. Это хороший был бы этот. Наполнение ресторанами. Мне кажется, что вот 10 ресторанов много, на разный вкус. Хочешь корейские, хочешь китайские, хочешь аргентинские, хочешь шашлык армянский есть. Все, что хочешь, можно найти. 10 по этому поводу. Или 8. Потому что явно есть районы, где, кафе на кафе. Это Палермо, это Бельграно, определенная часть района. Это Пуэрто-Мадеро, тоже определенная улица, наверное, можно даже так сократить. И микроцентр, где это, повсюду. Офисные здания и плюс кафешки и рестораны. Виша Креспо неплохо, но мы двигаемся дальше. Пойдем? Press the backs of our hands together. It's still wet, so the ink should transfer. Meet me at the side door. We'll sneak on through the main floor. I am waiting for a bus at the end of the night under street lamp, bed face flame by the. А мы приехали во второй район, Виша Уркиза. Говорят, что здесь небезопасно. Это полное вранье. На самом деле тут очень безопасно, и ограбить вас может только близкий вам человек. Виша Уркиза — чудесный район, посмотрите, как он чудесно расположен.
в тихом месте. Дома есть высокие, низкие, старые, новые, какие хочешь. Зелень повсюду. Да, до центра ехать далековато, но, с другой стороны, а что в центр? Мы вообще в центр ездим супер редко. Ну, как только мы сюда приехали, мы вышли из метро. Мы в первый раз сюда добирались до метро. Наверное, мы были в Виши-Уркиза всего пару раз за все пребывание здесь, в Аргентине. И первое, что меня смутило, это железная дорога возле метро. Это станция железнодорожная, которая окружена очень многими людьми, которые выпивали, которые мусорили. На самом деле очень грязно и немного даже пахло. Про метро я уже сказала, что это красная витка. Красная ветка, постоянно загружена. Очень красивый дом, смотри какой. Да, я про плохое говорю. Ой, да, очень красивый дом на самом деле. До сюда добираться по красной линии метро очень долго. Это конечная станция. Наверное, здесь по утрам очень много людей забивается в вагоны. И тебе еще ехать до центра очень долго. Архитектура в целом непонятная. То тебе тут новострой какой-то, тут у тебя старый дом. Такая вот мешанина. Не знаю, какой-то не хватает эстетики здесь. Все, мне все. Ну что, а теперь поговорим про инфраструктуру. Пойдемте. С точки зрения инфраструктуры, это вообще потрясающий район. Тут есть все. Парки, тут есть магазины, какие захочешь. С точки зрения транспортной доступности, отсюда можно уехать куда угодно. Это не прям глушь, чтобы отсюда не уехать. Остановок достаточно. Метро есть. Электричка, вон, железная дорога рядом. Класс. Мне очень нравится инфраструктура. Виши-Уркиза, лайк. Парков здесь, вообще, если так посмотреть на карту района Виши-Уркизы, всего 3 парка. И они находятся очень далеко друг от друга. Всего 3 парка на такой большой район Виши-Уркиза. Транспортная доступность. Да, здесь есть электричка. Здесь можно добраться на метро. Но какого это все состояние? Мне не нравится, я не ставлю этому лайк. И еще магазины. Вот знаете, мы тут ходим, наверное, полчаса, и я еще ни разу не увидела больших магазинов. Скорее всего, они тут есть, но я не уверена. Кстати, кто любит какой сетевой супермаркет? Мы любим Шумба, потому что мы в него всегда ходим. А вы какой супермаркет любите? Давайте так, 3 варианта. Диско, Шумба и Кота. Голосуйте в комментариях. Что, поговорим о ценах? Какие же минусы есть в этом районе? Цены на продукты и на кафе, мне кажется, цены в провинции и цены в городе, в Кабе, будут отличаться. Но от района к району не сильно, как мне кажется. Поэтому лучше уж тогда выбрать район поцентрее. Цены в ресторанах, кафе и магазинах Виши-Уркиза. Мне кажется, цены отличные. Складывается ощущение, что даже дешевле, чем у нас в Виши-Креспо. Рестораны при этом качественные, отличные, недорогие. Это тебе не Палермо, не Пуэрто-Мадеро. Можно всегда найти. Вот, допустим, проходим кофейника, вообще такая миленькая, хорошенькая. И цен тут нету, но уверен, что они невысокие и вполне доступны. Овощи, фрукты, да, сейчас еще уже 2-я лавка на одну квадру. То есть, во-первых, они тут есть, а во-вторых, из того, что я видел, 30 яиц столько же стоит. Поэтому, как в Виши-Креспо или даже дешевле. Поэтому цены низкие, приезжайте жить в Виши-Уркиза. Мне нравится. Что касается стоимости недвижимости Виши-Уркиза, давайте посмотрим, за сколько тут можно купить квартиру. Я опять открыл сайт недвижимости, который нам не платит за рекламу, поэтому не скажу какой. Но можно вот двушку в Пааче взять за 55 тысяч. 55 тысяч двушка. 60 тысяч двушка. То есть, что касается стоимости недвижимости Виши-Уркиза, давайте посмотрим, за сколько тут можно купить
квартиру. Я опять открыл сайт недвижимости, который нам не платит за рекламу, поэтому не скажу какой. 45 тысяч песо. 550 тысяч песо, да, вот. Однушка. Смотрите, какая светлая, шикарная. Очень классная и доступная. Виша Уркиза, лайк за цену. Лучший район. Я смотрю на цены. Если мы уберем фильтр, мы увидим, что здесь есть как и очень дорогие квартиры, так и дешевые квартиры. Но дешевые квартиры, они будут неликвидны. То есть, если ты захочешь купить и сдавать здесь, наверное, ну да, вот это мое мнение, мы высказываем здесь только свое мнение, что, скорее всего, они будут не очень ликвидны. Поэтому и 495 тысяч, и 490, и 485 можно найти хорошую квартиру, но, опять же, не центр. Экспенсисы? Экспенсисы, 600 тысяч вижу экспенсисы. Ладно, давайте, ну, поменьше возьмем, да, экспенсисы. 390 тысяч экспенсисы, 419 тысяч долларов стоит квартира. И что касается аренды, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Если снимать в этом районе, я бы отдавала деньги не больше 400 тысяч песо за там, одну комнатную квартиру. 400, ну это мало, да, наверное больше надо. Ладно. Меньше 300 долларов. Хорошо, тут смотрите, вот сейчас 670 тысяч песо, плюс 190 тысяч песо экспенсис, 36 квадратов. Ну разве это не дорого? Это очень дорого. У нас в Виши Креспо и то можно найти дешевле. И экспенсисы, и это все платит человек, который будет это все снимать. Еще за свет, газ, воду или интернет. Скорее всего так. Поэтому все воронье, это все, что тут дешево, это не так. Ну что, поставим свои оценки Виши Уркизы? Да, давай поставим. Мне понравились и дома, и районы рядом, поэтому я ставлю 9 из 10. Тогда я снижаю оценку до 8. Все-таки не самое лучшее расположение. Виша Уркиза находится далеко от географического центра. Тут много магазинов, шикарные парки, классное кафе и отличная транспортная доступность. Я ставлю 10 за инфраструктуру. Ну, я бы снизила до 7, потому что парков не так много. Я уже говорила о том, что они расположены очень далеко друг от друга. Давай про стоимость аренды и покупки. Мне кажется, что тут не так дорого. Я бы поставил, если сравнивать по всему городу, то 6 по этому параметру, потому что, ну, сильно дешевле, чем в Пуэрто-Мадеро, но при этом, конечно, дороже, чем где-нибудь за пределами Кабы. Слушай, ну я с тобой не согласна. Я повышаю оценку до 7. Все еще дорого. За еду и ее стоимость я ставлю 10 баллов. Доступно и вкусно. Я снижу твою оценку до 8, потому что цены, в принципе, как в Виша Креспо и в Палермо. Оля, чикос, мы находимся с вами сейчас в парке Сентенарио, а значит мы в районе Кабашита. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Сегодня я снимаю без Егора, вот, поэтому вы будете очень часто видеть меня, но я надеюсь, что вы будете слышать и Егора тоже. Так, ну, да, я смотрю из дома. Давайте посмотрим, что там Алена наснимала. Я начинаю с северо-восточной части Кабашита. Сейчас мы пойдем в сторону парка Ривадави. Мы сейчас были в Сентенарио. Давайте поговорим про расположение этого прекрасного района. Находится он географически в центре, прямо за Виша Креспо, но далековато немного от первой линии, которая находится возле реки Рио-де-ля-Плата. Дома здесь можно найти самые разные, потому что, как я уже сказала, район большой. Кабашита славится своей разнообразной архитектурой, и есть дома как и маленькие, так и высотки. Здесь можно найти, ну, невероятное разнообразие, это действительно так. И что мы с вами сейчас и видим, да, на картинках, которые я показываю.
Сори за посторонние звуки. Какая-то часть Кабашита может быть шумной, но мы посмотрим с вами разные. Поэтому дома прекрасные, расположение отличное. Далеко ли до центра? Давайте об этом поговорим чуть позже, когда будем рассматривать инфраструктуру и транспортную доступность в этом прекрасном районе. Про расположение я с тобой не согласен. Рядом Альмагро не очень безопасно, и рядом Флорес. Вот все, что возле железной дороги, очень небезопасно, мне кажется. Дома, муравейники. Не знаю, что тебе тут нравится. Do you remember we had dignity, sanity, a world of trust instead of biting fingers till they bleed? Кабашита – это прекрасный район рабочего класса, такого среднего класса, где, мне кажется, каждый будет себя чувствовать очень комфортно. Но для меня Кабашита – это очень активный район, где постоянно много машин, людей, автобусов и все в таком духе. Первое, что мне хочется отметить, это парки, количество парков. Мы начинали с Интенарио, сейчас я уже в Ривадавии, также здесь есть Пласа Ирланда, также здесь есть очень прекрасный миленький парк, не помню, как его зовут, много аллей. И, в принципе, зеленых мест очень много, детских площадок, и видно, что здесь люди живут, не бегут никуда. Они здесь реально живут, поэтому здесь есть все. Начиная от каких-то дешевых кафе, заканчивая до приличных и крутых ресторанов. Транспортная доступность Кабашита крутая, мы ставим ей лайк, потому что здесь есть автобусы, здесь есть электрички, этого достаточно. И здесь есть метро, ну то есть есть и голубая ветка, и красная ветка. Смотря в какой части Кабашита вы живете, вы можете воспользоваться любым транспортным средством. Вот. И нам в прошлом ролике, в первой части, когда мы обозревали обзор районов, писали о том, что обязательно отснимите Кабашита. И вот мы здесь, точнее здесь я, но Егор со мной, он просто мысленно со мной. Забыла сказать про магазины. Магазины Диско, Шум Бакота в большом количестве, китайские магазины, киоски. Ну, в общем, если вы хотите остаться надолго, жить здесь и недорого питаться, но чувствовать себя комфортно в Буэнос-Айресе, Кабашита – это хороший район. Ну да, парков действительно много. Но ты заметила, сколько там людей? Много парков, где много людей, ты не погуляешь. Гулять вот так в толпе мне не нравится. Магазины, да, магазинов много. Но смотри, сколько людей в этом районе. Тут они все забиты будут магазины, тут будут очереди и все такое. Пишите, какие ваша любимая часть Кабашита. Сейчас мы пойдем еще чуть ниже, дойдем до одного прекрасного места. Короче, что я вам рассказываю? Сейчас я буду вам все показывать. У меня к вам еще один вопрос. Подскажите, что происходит здесь в субботу, 6 июня, в общем. Все обмениваются какими-то карточками, я не понимаю, что это значит. Пожалуйста, напишите в комментариях, что это вообще значит. Они обмениваются, они покупают друг от друга или показывают свои коллекции. В общем, буду рада любым вашим пояснениям. Идем дальше. My mind keeps drifting into memories. Something long gone keeps on coming back to me. My heart is hung up on what used to be. Time moves on and then one day it's ancient history. Так, друзья, мы с вами находимся сейчас в Баррио Инглес. Это небольшой район внутри Кабашита, как я понимаю, где 6 квадр, 3 на 3 квадры, располагаются очень красивые особнячки, которые вы видите позади меня. Вот, английские особнячки, такая маленькая Англия. И на самом деле очень интересно смотреть, что с одной стороны ты видишь высотки, очень высокие высокоэтажные здания, а с другой стороны ты видишь такие милые особняки. Но мы сейчас зайдем поглубже, вот, и посмотрим, я вам подсниму сейчас. Ну да, видно, что ты рюкзак перевесила. Очень безопасный район. Факт того, что, наверное, вы хотите спросить, почему же я в таком прекрасном районе и несу рюкзак спереди. А все потому, что после премьеры Хунты, после метро премьера Хунта,
Начинается район довольно коммерческий, очень людный, с большим количеством мотоциклистов и мопедчиков. И мне стало немножко страшно, потому что такой контингент там не очень приятный. Извините, если я обижаю вашу часть района. Как бы не хвалила Кабашита, но эта часть Кабашита мне не нравится. Ну, мы так и поняли. Моя любимая часть Кабашита – это где Пласа Ирланда. Пласа Ирланда обожаю, так же, как и низ Виша Креспо. Низ Виша Креспо, начало Кабашита – это мое любимое место. Вот, я вам еще очень скоро подсниму. Давайте посмотрим, что за особнячки здесь расположены. Что, давайте поговорим о том, сколько стоит же здесь квартира и за сколько можно снять. Конечно же, разные части Кабашита, как вы понимаете, разные цены, у всех разные запросы, но все же давайте посмотрим, что нам предлагает один сайт. Купить квартиру можно дешевле, чем Виша Креспо, потому что Виша Креспо считается более дорогим районом, нежели Кабашита. А Кабашита можно найти квартиры за 150, 120, трехкомнатные квартиры, какие-то большие, хорошие, красивые. Я не могу, это красота просто, вы посмотрите. Кабашита настолько разная, что я вышла из какого-то очень шумного района и зашла на вот эти прекрасные улицы. Это невероятно красиво. Здесь даже пахнет приятно. Давайте поговорим о аренде. 700 тысяч песо и 220 тысяч экспенсесы. Есть за 600 120 экспенсесы, есть за 1100. В принципе, двухкомнатные, трехкомнатные 50, 40, 30 квадратов можно найти и довольно очень дешево. Это огромный плюс Кабашита, потому что есть хорошая транспортная доступность, инфраструктура. И если выбрать очень хорошие улицы, то действительно можно найти недорогие квартиры рядом с парками. Наверное, ниже, вот как я сказала, ниже метро Премьер-Хунта будет не очень безопасно. И меня это очень сильно смущает. Вот я сейчас хожу одна, и мне нужно думать о своем рюкзаке, о своем телефоне, который лежит в кармане, и о камере, на которую я снимаю. И это не сильно безопасно, поэтому, пожалуйста, будьте аккуратны, когда ходите вот в таких местах. Ну, как бы кто-то уже посмотрел на мою камеру, я там ее так прятала. Конечно, я хожу вот так на вытянутой руке, и кто-то может действительно выхватить мою камеру, но не здесь, не в этих 6 квадрах. Баррио Инглес вообще топ-лайк. Рекомендую покупать квартиру, арендовать и гулять. Я зашел касательно недвижимости, не знаю, что ты говоришь, но я зашел на небезызвестный сайт и вижу, допустим, студию 26 квадратов за 100 тысяч долларов. Ну вот, квартирка побольше, 72 квадрата, 3 комнаты, 240 тысяч долларов. Очень дорого. Аренда. 1 200 000 песо за двушку, 1,5 миллиона за трешку. Дорого, как Виша Креспо цена. За хорошие квартиры Виша Креспо такая же цена. Вот я, допустим, заказала Flat White, он стоит 5000 песо, какая-нибудь Картада 3-4 тысячи. Но, в принципе, если сравнивать все районы, которые мы обходили, это нормальная цена, стандартная. Не, ну кофе, он везде, кофе одинаковая цена, не знаю, примерно по городу. То есть не сказать, что район дешевле, чем другие. Фу, слушай, я замерзла. Сейчас, погоди. Гажу. Фу, ну что, я все отсняла. Давай поставим свои оценки. Так, расположение. Я ставлю расположению 10 баллов. Понижаю до 8. Почему? Потому что могу. Хорошо. Инфраструктура. 10 баллов. И все ужасно перегружено. Понижаю до 8. Окей. Цены на аренду и на покупку. 6 баллов. Ну, я ставлю, повышаю до 7. До 7? Да. Окей. Цены на кафе, магазины и все такое. Слушай, ну я попила сейчас кофе. Очень вкусный. Flat White.
и недорого. Вот там твое любимое вот это вот картада, оно стоило 3000 песо, по-моему. Мое любимое эспрессо добле. И ты какую ты оценку ставишь? Я ставлю оценку, что Дешево. дешево и вкусно, 9 баллов. Мне кажется, везде одинаково. Можно найти дешевый и дорогой кофе, и вкусный, и невкусный. Поэтому, 6 баллов обычно. Я тут старалась, снимала, ходила, вот это вот все делала, а ты, Я сидел, смотрел, комментировал, тоже старался. ну хоть в следующий район мы поедем вместе снимать? Конечно, поедем вместе. Ну поехали тогда, что сидим? Vamos! Мы из нашего любимого и прекрасного района Виша Креспо сейчас держим путь в Виша Дивота, чтобы отснять его. Well, if you need a hand to carry a load, I'm here to let you know you can put that on me. When that old hurricane is starting to blow, always got a home where you can come be. Oh, because I ain't afraid of a little weather. We make it together. Добраться можно на электричке. Сразу минус. Ждать электричку нам приходится уже 10 минут, еще 10 осталось, то есть суммарно 20 минут. Нас сразу же предупредили, что будьте аккуратны в поезде, потому что могут чего-то украсть. Поэтому, говорят, рюкзак вперед держите. В общем, транспортная доступность сразу. Ехать долго, ехать небезопасно. Что за район? Плюсы транспортной доступности Виши Дивоты, он есть, потому что прекрасный тихий спальный район, докуда, да, нет метро, но есть электричка, нет пробок, то есть спокойно ты можешь доехать. When I tell you that I got you, and I'm here. Rain, sleet, snow, whatever. Got you. Oh, your man got you. You know who got you. Oh, your man got you. Я не знаю, почему так, но мы первый раз в этом районе, и давайте все-таки его посмотрим. Мы только вышли, это уже большой плюс, что электричка была бесплатной, ворота были открыты, поэтому мы честно хотели заплатить, но нам не дали это сделать, открытые ворота и люди, которые проходили, не оплачивая. Ну, пока не знаю, как это объяснить, я думаю, что вы напишите в комментариях, что да как. А пока посмотрим, какая красота нас тут встречает, Виша Дивота. Первый раз, и обзор, которого вы еще не видели. Итак, ребят, мы только приехали в Виша Дивота, наконец-то добрались. Что же за район рядом? Рядом есть Виша дель Парки, мы проезжали из окна, очень симпатичный райончик, может мы туда еще как-нибудь съездим. Не в этот раз, но было неплохо. Был Патерналь более рабочий район такой. Вот, но от центра, прямо скажем, далековато. Ну, как-то все, не знаю, маленькое, непонятно, как в Ля-Боке примерно. Кто любит маленькие города, наверное, тому понравится. Кто предпочитает что-то побольше, тому не понравится. Вот. Поэтому пока что... gracias. Поэтому пока что у нас первое расположение далековато от центра. Дома маленькие. Да, вот пристают люди тут. Ну, может, туристическая какая-то улица. Но все же. В других районах нам не пристали. Это не самое туристическое место, поэтому расположение у Виши Дивота хорошее. Рядом есть спальные, такие спокойные районы, как Виша дель Парки. Считается этот район очень хорошим, по словам кого-то там в интернете. Что касается домов, дома, пока что все, что мы увидели здесь, дома небольшие, дома 4-трехэтажные. Если кто действительно любит маленькие дома, это классное место. Добраться до центра будет непросто, но
Возможно. Так как есть автобусы, есть электричка. Это еще не окраина города. И жить в спокойном, тихом месте и ездить в центр там, ну, не каждый день. Если ты не работаешь в центре, то зачем тебе вообще туда ездить, правильно? Пешочком тут погулял, по паркам, вдоль улочек таких красивых. Ну, я думаю, мы сейчас еще пройдем и больше вам покажем, какие здесь есть дома, какие есть варианты. И вы влюбитесь в это прекрасное место. Пойдем? Woke up late, the sun still shines. Awful cold and some peace of mind. All blue jeans, no fancy plans. A good day sitting in. Что касается магазинов. Магазинов здесь крупных прям нет. Есть тут диско, есть много маленьких бизнесов, много супермаркетов, я вот посмотрела по картам. Ну, в принципе, есть где покупать еду, как будто что еще нужно, если этого в достатке. Что касается парков, парки здесь есть. Это уже большой плюс, что мы сейчас заходили в прекрасный парк, где детки гуляли с мамами, там играли, сладкая вата и попкорн. Ну, в общем, ну, классно, ничего мне объяснять вам, вы сами все знаете, большие парки — это круто. И я считаю, что это большой парк, он расположен на 4 квадры, и это доказывает, что парк крупный, это не просто аллея. Но вот в той части, где мы находимся, кафе довольно много. Они маленькие, миленькие, все, что мы видели, наверное, там не очень дорого. Я думаю, точно дешевле, чем в Риколете, в микроцентре, в Палермо, в некоторых местах. Это тебе не лухари кафе, это милые семейные кафе. Вообще, в принципе, Виши-Дивота я объявляю официально, что это семейный район. Вот, все, кто с детьми, приезжайте сюда. Здесь довольно спокойно. Вот ощущается тут как-то очень тепло и приятно, как будто ты выехал куда-то в другой маленький город, и тебе комфортно. Так, ну что, Виши-Дивота, тут действительно есть парки, это правда. Но их всего 2. Как мы знаем, это немного. И видели, насколько он загружен, и все люди с района, возможно, с соседних районов, пришли в тот самый парк. Может, кому-то нравится, когда вот толпа народу, и ты в ней в парке тусуешься, кому-то нет. Поэтому я бы не отнес это к плюсам точно. Ну да, кафе есть, но каких-то я прям таких вот, как у меня в моей Виша Креспо, кафе я не видел. Про магазины я не видел ни Шумба, ни Кота, ни Диска. Нету. Более того, пока мы вот идем, мы тут уже где-то 1,5 часа в районе, я не видел ни одной овощной лавки. Что тоже минус. All the girls with pretty mouths, they always walk your way. They follow you in cars and bars and even on airplanes. I'm special, yeah, I'm special, cause they just don't got, oh, they just don't got what I've got. Видно желтые и красные цвета? И это как раз-таки нас очень сильно впечатлит, когда мы поедем в нашу поездку, которая совершится через 2 месяца. Друзья, наше следующее путешествие... Наше следующее путешествие будет в Сальту и Хухуй. Мы поедем на север Аргентины для того, чтобы посмотреть на вот как раз-таки вот эти вот цветные горы, которые в таком же цвете. Мне кажется, самое лучшее время туда съездить. Поэтому ждите ролик, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Ждем поездку в Сальту, потому что многие из вас действительно голосовали в одном из наших голосований за Сальту и Хухуй. Ну все, мы туда едем. Ваша мечта исполнилась. Ну и наша тоже. Ребята, мы подходим к разделу недвижимость. Посмотрел я, сколько стоит все в Виши-Дивота. Спойлер, недешево. Арендовать тут квартиру обойдется 800 тысяч песо. Что я считаю, с такой удаленностью от центра, конечно, переплата. Мало того, что вы будете жить в квартире, когда все вокруг в шикарных домах живут, так еще и платить за нее. 800 тысяч песо. На одном сайте недвижимости, так скажем, который мы не рекламируем. Свяжитесь с нами, если хотите, чтобы мы прорекламировали ваш сайт. Что касается покупки, про аренду понятно, аренда дорого, покупка тоже дорого. Вот, например, 3
Стоит тут 281 тысячу долларов. Очень дорого. Вот есть трешка за 215. Вот есть... Ладно, это какая-то некрасивая, поэтому она дешевая. В общем, дорого. Недвижимость дорого, далеко от центра. Не лайк. Пользуясь таким же источником информации, как Егор, и посмотрев, довольно много вариантов, можно найти квартиру для съема не так дорого. И за 500 тысяч песо снять здесь. В принципе, довольно милые квартирки малоэтажные. Вы не будете жить в муравейнике. Вот, например, не знаю, видно, нет? Я на твое лицо примерно, поэтому возле лица оставляю. 600-650 тысяч песо, что в принципе недорого, и квартира в хорошем состоянии. Дома сделаны с любовью для себя, это не для туристических каких-то целей. Что касается покупки жилья, можно найти очень хорошую квартиру за такую же сумму, как, допустим, в Палермо, но она здесь будет больше, она здесь будет немножко лучше, экспенсы будут немного пониже, и будет это стоить, давайте так, за 100 тысяч песо, я уверена, что здесь можно найти конфетку. Друзья, ну что, пришло время поставить наши оценки Виши Девота. Наверное, нельзя склонять. Первое – это расположение. Напоминаю, это какие районы рядом, как далеко до центра, какие дома. Тогда я начну. Я ставлю оценку по расположению 8. Я понижу твою оценку с 8 до 6 за расположение. Обалдеть. Вот. В общем, 6, да. Инфраструктуре, давайте начнем с меня опять. Инфраструктура, магазины, парки, кафе, транспортная доступность. Если вот так вот на все смотреть, конечно же, я поставлю оценку 9 Виши Девота, потому что здесь есть все. Здесь есть большие супермаркеты, торговый центр, около 3-4 парков, а для района Буэнос-Айреса это уже неплохо. Да, я понижаю оценку Алены с 9 до 7. Инфраструктура, да, магазины есть, но их немного, торговых лавок немного. Отлично. Перебивка. Семейный район. Да, он сделал нам просто... Вон, перебивку. семейный. А как девочка мне салфетки впаривала, можем тоже тут вставить по семейному. Стоимость аренды и покупки. 7 поставлю, 7. Где 10 это Пуэрто-Мадеро, да, а 1 это... Новый пригород в поле. Да, пригород какой-нибудь. 6,5-7. Цена такая же, как, мне кажется, плюс-минус, как Виша Креспо. Но дороговато, как мне кажется, для такой удаленности от центра дороговато. Ну и что? И все, последнее, да? Кафе, кофе и все остальное. Недорогое кофе, вот так я вам скажу. Если не заходить в сетевые кофейни. Если сетевые кофейни, они могут быть дорогими, потому что они по всему Буэнос-Айресу. Если заходить в какие-то частные, они будут дешевле, вкуснее и с любовью. Кофе очень дорогой был, чрезмерно для такой удаленности от центра. Почему я столько заплатил за кофе? Нет, цена дизлайк. Да и не очень вкусно он был, честно говоря. Так, пойдет. Вон, пацан напился тоже, ездит кофе, летает. Хорошо, все, уже темнеет, нам пора двигаться дальше. Увидимся... Где увидимся? Мы не увидимся. Это последний район. Да, увидимся в следующих роликах. Да, все, всем пока! It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it last. It's gonna take time to get there. It's gonna take a while, we wanna make it fast. It's gonna take time to get there. It's gonna take some time, we wanna make it last.